Привет, я доктор Берг. Сегодня мы поговорим о кетозе и молочке. Можно ли молочку при кетозе? Сейчас я не буду говорить о непереносимости лактозы, аллергии на молоко или казеин — это белок, содержащийся в молоке. Поговорим о том, можно ли на кетогенной диете есть молочные продукты. Сперва давайте обсудим йогурт. Обезжиренный йогурт с фруктами, так называемый здоровый фруктовый. Обычно это не просто фрукты, там желе из фруктов и сахара. Иногда там даже фруктов нет. Одни искусственные ароматизаторы. Это 47 грамм сахара. Все равно, что выпить газировку. Это очень много сахара. В простом обезжиренном йогурте 19 грамм сахара. Невероятно. В обезжиренном греческом йогурте 9 грамм. Получше, но все равно слишком много, и это на 200 грамм. То есть примерно на стакан. В простом йогурте из цельного молока 11 грамм. Все еще слишком много. Но сравните его с простым обезжиренным йогуртом. Оказывается, в обезжиренном йогурте больше сахара. И я даже не смотрю на углеводы, я смотрю только на сахар. Да, очень интересно. Простой йогурт из цельного молока лучше простого обезжиренного. В обезжиренном ванильном 34 грамма сахара. Чересчур много. В кефире из козьего молока 7 грамм. Если вас заставляют съесть какой-то йогурт или кефир, очевидно, этот лучше всего, а этот на втором месте. Но только если вам угрожают оружием. Идем дальше. В кефире с черникой 20 грамм. Ого, в кефире без добавок, с низким содержанием жира. Сахар все равно есть. 12 грамм. Еще один такой же кефир, в нем 11 грамм, но он без лактозы. Я не понимаю, почему там столько сахара, ведь лактоза — это и есть сахар. Не понимаю. Тем не менее, сахара там слишком много. С йогуртами все. Итак, стоит ли пить йогурты на кето? Ответ — нет. Простите. Понятно? Перейдем к молоку. В 2% молоке 12 грамм сахара на стакан. Стакан — это не так много. Сахара — перебор. Сливки для кофе — 36 грамма, меньше 1 грамма. А в цельных, жирных сливках для взбивания 1/10 грамма. Итак, если вы пьете кофе со сливками, используйте жирные сливки, хотя обычные тоже подойдут. Итак, можно ли пить сливки? Да. Лучше органические от коров на травяном откорме. А вот 2% молоко нельзя. А если совсем чуть-чуть молока? Можно, но только если чуть-чуть. А иначе вас вышибет из кетоза. Теперь обсудим сыр. Сыр — это ферментированный продукт. Это результат деятельности бактерий, съедающих сахар из молока. Значительная часть лактозы теряется с сывороткой, то есть с жидкостью, когда она уходит из сыра в процессе его приготовления. Но посмотрите вот на что. В сливочном сыре меньше 1 грамма. 45 грамма на стакан. Прекрасно. Сливочный сыр можете есть спокойно. В сыре Pepper Jack сахара нет. Совсем. Великолепно. В чеддере тоже 0 граммов. В целом, чем старше сыр, тем лучше, тем меньше там сахара. Моцарелла — 1,4 грамма сахара на стакан. Все еще неплохо, хотя уже не 0 граммов. Но посмотрите сюда. Плавленый сыр. Плавленый сыр — маленькие завернутые кусочки сыра, которые ест большинство людей, может, Велвита или какой-то еще. Многие покупают его и съедают целиком за обедом. В нем 19 грамм сахара. 19 грамм сахара в плавленном сыре. Это откровенный перебор. В зерненном твороге 6 грамм. Ого, это довольно много сахара. Ну как? Можно сыр или нет? Вот эти сыры можно, а вот эти лучше не надо. Зерненного творога можно немного, а плавленый сыр однозначно нет. У вас может быть аллергия на сыр из-за казеина. Это отдельная история. Или непереносимость лактозы. Это тоже отдельная история. Но если вы едите сыр, то органический от коров на травяном откорме — это идеально. Спасибо за просмотр.